Здравствуйте, я Алексей Кыласов, российский ученый, автор теории этноспорта. Могу предположить, что вас интересует этноспорт, раз вы обратили внимание на это видео. Позвольте рассказать вам об этом понятии и истории его появления. Все началось весной 2011 года с опубликования тезисов теории этноспорта в виде статьи «Этнокультурное многообразие спорта» в энциклопедии ЮНЕСКО и ЛСС. Затем в течение года я проводил исследования по уточнению терминологии и методологии этноспорта в 5 регионах России – Бурятии, Ростове-на-Дону, Тамбове, Югре и Якутии. Проводить такое исследование было достаточно просто, потому что мне повезло родиться в России, где проживают в аутентичной среде представители этнических групп различных цивилизаций. Во время исследований у меня были многочисленные контакты с организаторами традиционных игр, и мы решили объединиться. В 2011 году мы создали Федерацию исконных забав и этноспорта России, первую в мире организацию этноспорта. Очень важным и волнующим моментом для нас стала поддержка комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Благодаря поддержке комиссии моя монография «Теория этноспорта» вышла в 2012 году под эгидой ЮНЕСКО. Итак, что же такое этноспорт? Этноспорт – это фольклорная форма спорта. Такая фольклорная форма есть в любых видах человеческой деятельности. Например, в искусстве, наряду с народной музыкой, есть классическая музыка и современная музыка. В архитектуре, наряду с деревянной избой или той же юртой, есть многоэтажные дома и даже орбитальная космическая станция. Фольклорная простота правил традиционных игр создает иллюзию общедоступности. Но это не так. В наш прогрессивный век далеко не все смогут выполнить упражнения традиционных видов физической активности, которыми забавлялись наши предки. Такая ситуация сложилась во многом потому, что стремительно исчезают навыки этнодвигательности в современных урбанизированных городах. Но мы все-таки можем еще исправить эту ситуацию, сохранив традиционную кухню, традиционные орнаменты и, конечно, традиционные праздники, неотъемлемой чертой которых являются традиционные игры. Согласно теории этноспорта, каждая этническая группа создает свой этноспорт на основе традиционных игр. Поэтому корректным является указание именно на этническую принадлежность, например, русский этноспорт. В границах современных государств, как правило, проживают разные народы. Например, в Турции живут армяне, греки, курды, тюрки. Поэтому целесообразно ожидать появления этноспорта каждого из этих народов. Армянский этноспорт, курдский этноспорт, греческий этноспорт и, конечно, тюркский этноспорт. На основе теории этноспорта мы разработали правила соревнований максимально аутентичных по отношению к традиционным играм. Соревнования этноспорта проводятся на открытом воздухе в рамках народных праздников. Они могут быть местными или международными по решению организаторов. Соревнования этноспорта проводят на основе правил традиционных игр и состязаний, но с использованием современных средств контроля и экипировки, принятой в спорте. Результат соревнований в этноспорте определяют на основе исторически сложившихся критериев оценки без замеров времени. Бережное отношение к игровым традициям делает этноспорт одним из потенциальных инструментов реализации программ ЮНЕСКО, поощрения культурного разнообразия, диалога культур и сохранения нематериального культурного наследия в целях устойчивого развития общества. Не случайно в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО входит 16 традиционных игр и состязаний, включая бразильскую капуэйру, грузинскую чидаобу, иранский зурхане, китайские лодки-драконы, оманские верблюжьи бега и скачки на лошадях и другие. В соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия 2003 года создан специальный комитет, который следит за мерами, предпринимаемыми правительствами стран по охране объектов, внесенных в список. Однако до последнего времени не было создано специальной методики по работе с традиционными играми. Ситуация изменилась в 2018 году, когда в рамках теории этноспорта была разработана инновационная система показателей для оценки социальной эффективности усилий государственных органов и общественных организаций по сохранению традиционных игр. Система была представлена на заседании экспертов ЮНЕСКО в Ашхабаде. Важно отметить, что в развитии этноспорта ключевую роль играет тесное сотрудничество с туристической отраслью, в которой все большее значение играет событийный туризм. При этом в событийном туризме одним из главных двигателей являются народные праздники с их непременной составляющей традиционными играми. Таким образом, теория этноспорта позволяет переосмыслить роль традиционных игр в современном обществе и существенно расширить гуманитарный потенциал современного спорта.